Всем привет, с вами Витя и вы на канале Под Микроскопом. Вы просили, чтобы я испробовал на клеще Demodecos дегтярное мыло. Так что хорошенько намылим его этим мылом и посмотрим его реакцию. И в конце ролика по традиции добьем его иголкой. Но перед купанием клеща хочу показать его в большом увеличении в 2000 крат с отличным качеством картинки и с использованием иммерсионного масла. Вы точно не видели клеща Demodecos в таком отличном качестве и при таком большом увеличении. Если вам нравятся такие ролики, то с меня новые видосы, а с вас подписка и лайки. И пишите в комментариях, какие препараты хотели бы вы испробовать на клещах. Наклею скотч на правый висок и подожду минут 15, чтобы клещ хорошо прилип к скотчу. Этот же скотч, но уже с клещом, наклею на предметное стекло. Теперь можно разглядывать его под микроскопом. Поместим предметное стекло на подвижную платформу, включим камеру и вуаля, у нас есть картинка. Немного настроим микроскоп и можно начать наблюдение. Видим, какой фолликулярный Demodex попался мне, живучий и резвый клещ. Хорошо видны 8 коротких лапок, которые пытаются увести клеща куда-нибудь, но клейкий скотч не даст ему свалить от нас, так что не переживаем и смотрим дальше. Хорошо видно тело, которое покрыто чешуйками, помогающими закрепляться в волосяной фолликуле. Качество картинки вроде бы отличное, но мы ведь хотим еще лучшую картинку видеть, вы же для этого пришли сюда. Давайте добавим иммерсионное масло, чтобы можно было лучше разглядеть клеща при увеличении 1000 крат. Как видим, картинка стала намного четче, и мы видим немного больше деталей, чем при увеличении 400 крат и без иммерсионного масла. Но давайте поменяем насадку на другую, чтобы картинка была еще намного круче. Насадка у меня китайская NDPL1 2X, я ей пользуюсь только при увеличении 400 крат и 1000 крат. При меньшем увеличении она бесполезна, только портит картинку. Как мы видим, картинка кардинально поменялась в лучшую сторону. Вы можете наблюдать на этом клеще еще намного больше деталей. Вы только посмотрите, какая большая разница в качестве. Ну и на очереди насадка от родной камеры микроскопа. С этой насадкой можно добиться честных 2000 крат. Я и пользуюсь исключительно со 100-кратным иммерсионным объективом. Вот мы и добрались к обещанной супер красивой картинке. Сколько я не искал на просторах ютуба клеща Demodex, живого и в превосходном качестве я не находил. Так что представляю вашему вниманию живого и резвого клеща Demodex. В интернете есть фотографии в превосходном разрешении, но эти фото были сделаны растровым электронным микроскопом. Вкратце клеща помещали в микроскоп и замораживали его. А вы сейчас наблюдаете живого клеща. Но на этом я не остановлюсь и буду искать новые способы, чтобы улучшить качество видео. Ну и настало время помыть клеща и смыть всю дурь с него. Дегтярное мыло при Demodecos применять, конечно, нужно, но нельзя ограничиваться лечением только с помощью него. Дело в том, что мыло от Demodecos действительно снимает воспаление и устраняет кожные недостатки. Если вы будете умывать лицо мылом, вы заметите положительные изменения уже через несколько дней, но это всего лишь снятие симптомов болезни. Дегтярное мыло от Demodecos не влияет на жизнедеятельность паразитов, поэтому надеяться, что мыло убьет клеща, нельзя. Врачи рекомендуют использовать дегтярное мыло при Demodecos в сочетании с другими лекарствами, которые влияют непосредственно на очаг заболевания. А какие препараты нужны вам, скажет только врач. Как видите, дегтярное мыло совсем не навредило клещу, поэтому воспользуемся нашим чемпионом по уничтожению клеща – салициловая кислота. В общем, клеща мы грохнули раствором салициловой кислоты, ну и по традиции возьмем маленькую иголку и добьем его. Получилось, что я его раздавил, но он точно теперь не жилец. Надеюсь, вам ролик понравился, скоро выйдет новый ролик с клещом и препаратом, так что не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока!